А это моя мята, которую я пью с чаем. Любишь ты чай с мятой? Вот она почему. Вот я чихнула. Чихнула несколько раз, 2 раза. И увидела 2 бабочек, потом 2 птиц. Птица соединилась с чем-то еще. С червячком, рыбкой, с чем-то она соединилась, чтобы скушать. У меня в детстве была такая тетрадь, я ее переписывала. Причем ее переписывали с какого-то древнего изначальника. Древние книги, древнего какого-то талмудика. Смотрю, как охотятся птички, снимаю, рассказываю. Называется «Чихальник». Вот от того, во сколько ты чихнул, в какой день недели, независимо, это день солнца или это день, вот именно от дня недели, зависело твое положение в пространстве и во времени, что будет. И всегда, всегда сбывалось. Точно как и я рассказывала в видео про будущего мужа и наши регулы, то же самое. Какой день недели, какого числа они пойдут, и месяц будет окрашен в такие краски вот такого значения. Прошло время, к этому можно было относиться скептически, тем более, что я не тот читатель, который все берет на веру. Прошло много времени. Вот когда я училась в институте тибетской астрологии и медицины, естественно, я ближе познакомилась с директором этого института. Он проходил обучение в индийском монастыре, это на границе Индии и Тибета. Ох, птичечка. И Манри. Ему удостоилась честь перевести на русский некоторые труды. И ко мне попала переведенная часть этого Талмуда. И вот опять две птички, которые разговаривают друг с другом. А я почему рассказываю? От того, когда ты чихнешь, было сказано в этом тибетском скрипте, ты будешь удостоен той или иной чести. Но это было прикреплено ко дню недели и к часу, ко дню животного, признака года, например, собака, змея и прочее. Кроме того, считается в древней буддийской философии, если человек чихает в этот момент, он соединяет карму и ее нейтрализует. Та карма, что соединяется в левом и правом канале, она касается времени прошлого и времени будущего, а соединяется в настоящем. Вот этот момент чиха, безмыслия, дает возможность соединиться всем 3 каналам. В канале настоящего. В Индии называется Шумна канал праны. И до рождения ребенка я чихала всегда 1 раз. После рождения стала чихать 2. А недавно, после операции, после 2017 года, я стала чихать очень часто, 3. 3 раза подряд. Вот этих 3 канала и 3 раза подряд чихать. И, конечно, произношу трансцендентный звук, который мне помогает осознаться, как сейчас модно говорить. Но я это так не воспринимаю. Это момент безмыслия, который дает мне какое-то пробуждение и дает мне какое-то освобождение, пробуждение и просвет какой-то, который можно почувствовать одним каким-то своим просто чутьем, не
говоря себе ни то, ни другое, не разговаривая в этот момент с самой собой, как обычно у нас идет поток мыслей, мы можем рассуждать и так далее и тому подобное. А мысли как птицы, а люди как тучи, или люди как птицы. И что ты знаешь об этом чихальнике? И что ты знаешь о том, что я рассказала? Всему придается значение своего времени, потому что время, как известно, это самая важная черепаха, это самая важная янтра, мандала, мировая мандала, она является мощной энергией. За счет этого можно знать все и направлять правильно потоки сознания, правильно потоки энергии, и в конце концов ощущать радость и безбрежное счастье от этого мгновения чиха, мгновения на физическом уровне рефлекторного, мгновения блаженства. Приветствую всех здесь на канале чтения карт Таро, кто зашел впервые и кто зашел не впервые. Всем здравствуйте, мои милые, здравствуйте, мои очаровательные и трогательные девочки и мальчики, леди и господа. Итак, читаю ваши комментарии, перелистываю их и на том канале, и на другом, на этом, то есть. И так рада, что вы описываете свои ситуации, описываете то, как вы воспринимаете мир любви, чувств, как он отражается в раскладах. Спасибо тем, кто подчеркивает новизну видео, кто благодарю за комплименты, кто дарит их. Всех вижу, чувствую. Дарите, радуйте друг друга здесь под видео. Развивайте темы, развивайте свои диалоги и открывайте сердца друг другу, в том числе мне. А сейчас посмотрим, что же он говорит. Что же он говорит в душе? Что же он говорит в душе? Обо мне так звучит расклад. О тебе, если задумываешь ты. Но этот расклад без вариантов. Расклад на картах Таро без вариантов. Итак. Что же он онлайн на сейчас? Башня. Пятерка кубков. Пажик мечей. Паж мечей. Что он говорит о тебе в глубине своей души, в глубине своей души. Рыцарь мечей. Да ругаешь себя ты. Поругай себя. Если бы ты только услышала часть этого
пристрастного диалога, я думаю, что эта разлука могла бы стать бесконечно долгой. Ты так потрясена многим, сбита с толку. Он пытается вырвать дерево жизни, вот это древо жизни, связь с людьми, связь с миром, понимание мира, связь с родными, с близкими, с корнями. Вырвать с корнями, что-то поколебать, и уже поколебал. Ты бежишь, словно та невеста, которая была на выданье, чего-то еще ждала, о чем-то еще мечтала, чего-то еще хотела, чего-то еще ждала. Чего-то еще ждала, смотрит подозрительно и внимательно только потому, что ему нужно выдрать что-то, слова из песни, чтобы еще больше усилить твое одиночество. Может, твое недоверие к нему? А я бы не сказала, что ты ему не доверяла. Ты ему доверяла, детка. Особенно это было чуть раньше. Это ведь отношения, которые уже распадаются, разваливаются. Это было зимой, поздней осенью. Все это тогда еще расклеивалось. Все это тогда еще рассыпалось, когда ты пыталась подарить что-то такое, что обычно не дарят. А в таком положении дел, которое разве что нужно спасать. В таком положении дел, когда ты чувствуешь, что злом на зло не ответишь. Злом на зло не ответишь. Да, где-то был и собственный интерес, где-то был и вопрос финансового порядка, где-то ты чувствовала, что необходимо не то, чтобы ему что-то подарить и отдать, но показать, что ты еще для него открыта, что ты еще что-то из себя ему хочешь дать, открыть, как цветок, что-то еще договорить, допеть, досказать, дожелать, додать заботы, какую-то заботу, не то чтобы предложение, это даже забота прежде всего такая, самая простая, забота, в которой есть не только твоя душа, и это он понимает. Но что же он говорит в своей душе о тебе? Он злится, неистовствует, холодно посылает пренебрежительные фразы, слова, холодно, отчужденно. Пожелания его совершенно не зияют, а скорее наводят мрак. Ну а если зияют, то чем-то таким, что некуда спрятать для себя самого. Вот он зияющая, не звезда, а рана. Он звезда, да, ругает, не доверяет, унижает твое достоинство, рыцарь мечей и паж мечей. Он чувствует, что может лечь в основу какой-то новой ссоры. А почему все так? Причина. 20-й старший аркан. А ты уже почувствовала, что уходишь навсегда, уходишь в сторону. И это важный момент принятия кардинального решения, которое изменит твое будущее. Но ты еще во власти этого человека, он это понимает. Он ухмыляется и говорит: надо же, она решила, она так решила, она поставит точки над «и», она не в возврате, она ушла, но это я ушел, это я не хочу, это я не буду. И все это чередуется с какими-то такими
с такой особой лексикой, ты меня понимаешь? Все это в каком-то таком холодном, отстраненном свете. Холодном. И тут же опять заходит, смотрит на реакцию. Какая это будет реакция? Что это будет? Для чего это будет? Зачем это? А нравится сделать больно. Нравится охладить свой пыл, налететь, разметать. Все разметать, все, что с тобой связано. Он зол, непреклонен, презрителен ко всему тому, что ты делаешь, даже к доброму, к чему-то тому, что, казалось бы, связано в первую очередь с вопросами телесного такого порядка, с тем, что, казалось бы, и дать не дать бы ему. Но ты даешь, ты открываешь, ты насыщаешь. Вот ты не любишь его, не любила, а его насыщала. Насыщала. И пришел момент, как ты внутри него говоришь, пришел такой момент, важный момент. Открыть широко глаза, это будто ты, говорю, всем своим видом, всем своим поведением, не форсируя, замирая где-то там. И где-то нравится ему, что ты находишься в состоянии всплеска, граничащего с резкой подавленностью, превращаясь в какой-то отголосок прошлого, сжимаясь, как потухшая звезда, которая вот-вот превратится в черную дыру. От резкого сжатия звезда превращается именно в это. И пришло время ответить. Он считает, что ты его учишь, что ты ставишь ультиматум. Ультимативное слово. Какое ультимативное слово внутри звучит? А я уже здесь и буду здесь. Я не буду идти дальше. Вот это твое состояние, в котором ты добавляешь сока к себе, в котором ты стимулируешь себя к жизни, взращиваешь себя. Это то место, где ты пребываешь и насыщаешься силой. А он осуждает, не собирается приукрашать. И ему так хорошо. Он растит их, как кактус. Как некий кактус, острый, колючий, сухой. И сам такой же, сухой, холодный. Вполне себе человек, живущий своей далеко не бархатной жизнью, обыкновенной, шкурной, предметной. Старые вещи, усыхающие цветы, непомытые чашки и горшки, но он все же чувствует что-то здесь не то, нехватка. У него все есть, но у него нет доступа к телу. Это злит его, это его мучает. И он постоянно через слово, вспоминая о тебе, посылает что-то такое негодное и понимает, что у тебя есть человек, который больше имеет, чем он. Человек, который может и не стать заменой, но быть тем, кто нужен тебе, тем человеком, который может в чем-то тебя присмирить, человек, имеющий свой статус человека прижимистого,
человека, который смотрит на вещи реально, недоверчиво, въедливо. И человек, который, пускай не выглядит уж так уж так молодо и значимо, есть у него свои изъяны, но именно этот человек почему-то может держать тебя рядом. Это человек в твоих мыслях прежде всего. Это человек либо с выбритыми висками, или выбрит коротко, или насовсем. Или нехватка волос на теле, есть на теле, зауженные какие-то одежды, приталенные одежды, может быть, футболка, что-то такое. И, возможно, татуировка. Где-то. Шрам, татуировка на руках. Что? Он сидит, он не сдвинется с места. Он не сдвинется с места. Не даст лишнего. Он понимает, что тебе не с кем поговорить, некому излить, некому выплакаться в жилетку. Некому. Да и держишь ты свое, не дашь. Как ни проси, считаешь, что ты жадная телом, жадная в деньгах. А если даришь, что хочешь взять столько же, сколько дала, а то и больше. А не дам, ничего не дам, как ни проси. Такой пустой, обманный, уродливый этот человек. Какой-то внутри он живет в каком-то состоянии холодного, расчета, где непонятно с кем сводит счеты. Что ты еще говоришь? Мои хорошие, что ты еще говоришь? Что ты еще говоришь? Да она не похожа на себя, чуть больше макияжа. Или этих одутловатых щек. Да она не похожа на себя, она стала такой корыстной, такой жадной, такой прижимистой, такой вздорной, такой, которой все равно не угодишь. Вот не угодишь, как ни старайся. Да, хочется жить, да, хочется выглядеть, но им всегда хочется выглядеть. Они все одинаковые, им всегда хочется маникюры, педикюры, пирсинги, чего только нет на них. А нужно-то что? Одно тело. Нужно тело. Хочет тело. И он видит в тебе тело. Тело, которое и сейчас его не интересует. Он понимает, что это встреча, которая была, эта встреча не последняя, что именно ты скомандуешь сделать последний шаг, и ты уже это сделала, это-то его и мучает, это негодует в нем, это отсылает его в памяти к чему-то прошлому, и он сравнивает тебя с прошлым, с твоим прошлым, пытается вывести тебя же на чистую воду, увидеть в тебе изъяны, увидеть в тебе что-то простое, что-то незамысловатое, пухлое, изменившее свои формы, что-то макияжное. Приземленная. Замужем была.
Не научилась. Чему не научилась? Чему ты еще ее собираешься учить? Не научилась одному думать. Думать. Именно так. Задумала, поймала мою мысль и передернула. Она задумала дурное, хитрая, честолюбивая, гордая. Что ты еще говоришь? Что ты еще говоришь? Спускает злых собак на тебя и лает. Ругает. Льет грязь. Упрекает. Обвиняет. В чем обвиняешь? В чем ты ее обвиняешь? В чувстве? В том, что у тебя еще есть чувство и желание им поживиться. Да, он хочет пережить это чувство. Да, он ждет его. Он хочет насытиться этим. Он хочет насытиться этим. Он хочет на миг стать тем, в ком ты находила прелесть. И не понимает, что время ушло. Он хочет выпить тебя. Он хочет почувствовать тебя. Он хочет чувствовать тебя своей, подчиненной своим капризам, обидам. Хочет почувствовать в тебе безысходность. Поймать, как паук ловит в сети несчастную муху. Жертва. Нужна жертва, которая посмотрит в глаза, полюбуется, не посочувствует, насладится своим злым умыслом. Наказанный. Что еще ты говоришь, душе? Ни капли сострадания, ни капли любви, ни капли понимания. Да, он явится еще и сам, если ты вызовешь его, могу тебе сказать. И сам, если ты вызовешь его. Возьмешь его фото, через фото он влияет и на тебя. Вход в соцсети, в гаджеты где-то. Вот это давящий взгляд. Что-то такое, что вдавливает твою душу вглубь тебя. И там осыпается, душа осыпается, каменеет, холодеет, осыпается. Если у тебя есть такие чувства, что надо сделать с этим фото? Не смотреть, конечно. Что еще нужно сделать с этим фото? Быть самой собой. Самой собой. И не чувствовать, что он давлеет над тобой. Просто насладиться моментом. Сглотнуть слюну, выпить холодной водички со льдом и почувствовать, как выпиваешь, забирая свое обратно. Выпить за что? За что выпить? Смотри, как кубки пошли. А за что выпить? А он хитрый, проворный. Ему очень хочется все попридержать в своих руках и выглядеть человеком, который граничит с чернью.
Что-то в нем есть такое колдовское, злостное, желающее удержать, давить, повелевать. Он будет держать тебя, пока ты не отпустишь это чувство. Не отпустишь это чувство. Что он тебе подарил? Из какой чаши пил? Из какого стакана, рюмки? Подумай, убрать ее нужно из дома, если не хочешь его видеть вновь и вновь, чувствовать его властелином своей души, чувствовать, что этот человек проникает и давит, что он властвует и владеет твоей душой, и что произойдет. А разочарование выплеснуть еще и на землю. Вот что-то разбить на земле, и лучше, если там будет что-то налито. То, что он любил. Это что-то вроде сделать такой игры, ритуала. Что-то ритуальное в этом должно быть. И тогда вот эта грусть, эта печаль, это несостоявшееся чувство, перекисшее, это разочарование, это боль, оно уйдет в землю. А что с ним станется, с ним самим после таких слов и таких действий? Если сделать? А если сказать ему, а не сделать, сказать ему, а не сделать, а он почувствует, прежде всего, что ты отдана другому. Кто-то другой появился уже. Почувствует это. И очень быстро почувствует это. А как его слова? Пойдут против него или вернутся обратно? Что будет с ним? А умоется ими ревность, неистовство, желание поругаться, поссориться с кем-то, выпустит вот этого злого черного джина из бутылки на кого? А на то, что взять уже не сможет. На тебя, ту, которая жила в нем и радовалась жизни. И радовалась жизни. Возликуешь, ты возликуешь. И не бойся его.